Друзья, всем привет! Я сегодня сделаю массаж поясницы, массаж крестца, сколько дотянусь, так как у YouTube жесткие правила, и я не могу немножко ниже трусики спустить, чтобы проработать вот эту зону. Такой массаж я делаю при болях в спине, и часто очень, сейчас я покажу, у кого достаточно сильно развит лордоз, такой поясничный. Сейчас мы не будем делать, а вообще подкладываем вот сюда под живот валик, и клиент лежит на валике. Тоже при болях в пояснице. Иногда я наношу разогрев. То есть у меня есть разогревающая, сейчас покажу, эмульсия до массаж. Такая она с содержанием эфира никотиновой кислоты. Там еще много разных ингредиентов. Там скипидар содержится, который усиливает воздействие, хорошо влияет на капилляры, на сосуды. И вот я эту эмульсию наношу. Она дает очень такой яркий разогрев. Вы в других видео можете посмотреть. Сейчас я этого делать не буду. Потому что иногда клиенты, они разогрев не очень любят. Хотя, когда болит спина, он необходим. И самое главное, что вот эта эмульсия, она не дает разогрева на день, на полтора. Здесь нет экстракта перца. В общем, сам массаж. Я стараюсь здесь тоже работать костяшками, потому что пальцами часто невозможно проработать и делать глубокий массаж. Здесь я подключаю вес, как в своих любых методиках массажа. И стараюсь мышцу отводить в сторону, которая мышца есть, идет рядом с позвоночником. Я так не больно или чувствительно, послабее, да, можно? Сейчас я масло, остатки возьму здесь. И когда работаю я костяшками, как ни удивительно, чем больше масла, тем глубже получаются чувствительные, болезненные движения. Потому что я работаю не с подкожно-жировой клетчаткой и не с мышцами, и не с подкожно-жировой клетчаткой, а именно работаю костяшками, то есть не валик, а именно отвожу мышцы в сторону. И вот это движение, оно, конечно, тогда становится более глубоким и чувствительным именно в этой технике. Гиперемия уже легкая появилась. И вот это вот движение тоже я делаю костяшками, прям туда, к копчику. И если достаточно сильный лордоз, делю вот эту зону на две части. То есть бывает, лордоз идет сильный. Прорабатываю костяшками одну зону и потом уже другую зону. И делаю достаточно долго. Много таких движений. 20-25. И потом перехожу на другую зону. Это дает очень хороший разогрев, прям приток крови. Естественно, снимает отек и уменьшает боль. Вот эти движения, они как такие, можно сказать, условно лимфодренажные. То есть я разогрела зону и распределяю кровь уже в смежные зоны такими движениями. Также можно и в другую сторону делать. Вот идет костяшка. Вы могли использовать палец. Надавливание достаточно сильное. И потом ввожу в сторону. Кому нравятся более такие приятные движения, их тоже можно чередовать с сильными.
Тоже отведение мышцы. Обычно вот так это происходит. Здесь мешает купальник. И вот на зону, когда болит поясница, я могу тратить минут 20, чтобы хорошо проработать. Конечно, при легкой болезненности можно делать, а при обострении не рекомендуется. Просто можно нанести такую эмульсию при обострении, если вы даже в домашних условиях, разогревающую эмульсию нанести и оставить на некоторое время. Потом вы почувствуете уже минут через 30 результат облегчения, так как будет хороший разогрев глубинный. Также вот можно ягодицу проработать, вот эти места. Выход седалищного нерва. Тоже может быть болезненные такие места и чувствительные. И также влиять на боль в пояснице. Вообще я рекомендую при болях в пояснице делать массаж. Такой полностью массаж спины и грудного отдела. И шейно-воротниковой зоны. Ягодицы хорошо прорабатывать, потому что наш организм единое целое, и, конечно, все связано. Мне вот эти вот места особенно нравятся, когда прорабатываются, потому что здесь тоже очень много спазма. Не больно? Здесь мышцы бывают сильно напряжены. Так, кто хочет научиться лечебному массажу спины, у меня есть урок «Общий массаж тела», где включен лечебный массаж спины, также основа антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. Вы можете его приобрести, обучиться и в конце обучения получить сертификат. Вся информация в описании к видео. Всем пока!